В 1980 году был выпущен очередной студийный альбом группы Санта Эсмеральда вместе с их вокалистом Джимми Гоингсом. Альбом назывался «Don't Be Shy Tonight» – «Не стесняйся сегодня вечером». Этот альбом в моей коллекции представлен оригиналом, выпущенным в США. Этот альбом показал, что группа готова идти в ногу со временем и готова меняться в новом десятилетии, пытаясь развить успех своего предыдущего альбома Another Cha-Cha. На альбоме всего 6 треков, по 3 с каждой стороны. Песни альбома демонстрируют, что для группы диско-направление уже не обязательно. Начинается альбом с песни «C'est Magnifique», которая стала хитом в качестве сингла, хотя и не достигла уровня популярности Another Cha-Cha. Интересна вторая песня на альбоме под названием «Stop». Это неплохая поп-баллада. В треке Part of the Deal и в заглавном треке Don't Be Shy Tonight уже явно чувствуются мотивы и течение развития музыки начала 80-х. Интересна мелодия заглавной песни в стиле регги и последующего трека Full From The Start. Завершается альбом нежной медленной песней, наполненной восточными мотивами Esmeralda Song. Альбом Don't Be Shy Tonight стал последним альбомом группы, выпущенным в США. В 1981 году выходит следующий альбом группы Санта Эсмеральда, он выпускался с вокалистом Джимми Гоингсом. Этот альбом назывался «Hush» – «Тише». Я, к сожалению, этот альбом для своей коллекции пока еще не купил. Сейчас альбом «Hush» стоит на дискоксе примерно 20 евро. Возможно, когда-нибудь он мне попадется в хорошем состоянии и я смогу его купить. Из 10 песен этого альбома Джимми Гоингс принимал участие в написании 6 песен. Заглавная песня альбома «Hush» – эта песня написана американским композитором и музыкантом Джо Саутом для американского кантри-соул певца Билли Джо Ройла. В 1967 году на песню был сделан кавер австралийской группой Somebody's Image, возглавляемой Расселом Моррисом. Их вариант песни достиг 15 места в чарте синглов. Песня также была записана английской хард-рок группой Deep Purple для их дебютного альбома 1968 года Shades of Deep Purple. Участник группы Ричи Блэкмор услышал оригинал песни в исполнении Билли Джо Ройла, живя в Гамбурге. Ричи Блэкмор вспоминал: «Это была отличная песня, которая могла бы быть хорошей песней для нашего выступления, если бы мы могли придумать другую аранжировку. Мы записали эту песню за 2 дубля». Трек стал первым хитом группы, достигшим пика под номером 4 в чарте Billboard Hot 100 в 1968 году, хотя оставался практически незамеченным в Великобритании. В честь 20-летия группы Deep Purple перезаписали песню в 1988 году для своего альбома Nobody's Perfect. В 1997 году кавер на песню «Hush» также спела британская инди-рок группа Kula Shaker. Их вариант песни попал в топ-5 чарта синглов. На альбоме Santa Esmeralda Hush есть кавер на песню No Reply группы Beatles из их альбома 1964 года Beatles for Sale. Песня была написана в основном Джоном Ленноном и приписана дуэту Леннону и Маккартни. No Reply рассказывает о молодом человеке, который не может связаться со своей явно неверной девушкой, хотя знает, что она дома. В интервью 80-го года Леннон пояснил, что текст песни был вдохновлен песней 1957 года Silhouettes, впервые записанной и выпущенной дув-воп группой The Race. Вариант песни в исполнении Санта Эсмеральда довольно интересный, хотя и не роковый. Неплохой поп-вариант кавера от Гоингса и Николаса Скорски. Еще один кавер на альбоме – это песня Street Fighting Man, авторства Мика Джаггера и Кита Ричардса из Rolling Stones. Street Fighting Man считается одной из самых популярных и самых противоречивых песен Rolling Stones. Она включает в себя индийские инструменты, что привело к тому, что ее охарактеризовали как песню в стиле рага-рок. В ней также есть противоречивые и неоднозначные тексты о вооруженной революции. В Соединенных Штатах этот трек был выпущен роллингами как сингл в 1968 году, а в Соединенном Королевстве песня вышла на альбоме Beggars Banquet – «Банкет нищих». Как вы помните, песня Street Fighting Man после своего выпуска получила высокую оценку музыкальной прессы.
и сыграла роль повышения репутации Rolling Stones как группы, подрывающей культуру. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил эту песню на 295 место в своем списке 500 величайших песен всех времен. Вариант этой песни в исполнении Санта Эсмеральды особенно ничем не выделяется и не производит впечатления чего-то оригинального, по крайней мере для меня. Неплохо получился на альбоме Hush у Санта Эсмеральды медленный трек Welcome to the World, приятная стандартная поп-баллада. Заключительный трек What I Wanna Do With Your Love также хорошо знаком по стилистике поп-песен тех лет. Мне эту песню слушать было приятно, но это скорее всего субъективное, исключительно личное. В общем, как для начала 80-х альбом звучит привлекательно. Эпоха диска уже заканчивалась, начало 80-х отложило свой отпечаток на стилистике альбома. Это чувствуется сильно. Наверное, те, чьи юные годы пришлись на 80-е, вполне будут рады такому альбому. Хорошая танцевальная музыка. Вот как, к примеру, поп-баллада Don't Make Me Feel That Way, которая звучит третьей на этом альбоме. Как слушаешь ее, так сразу представляешь отблески зеркального шара на дискотеке, медленный танец с юной девушкой, мечты и вся жизнь впереди. Да, у моего поколения, чья юность пришлась на годы расцвета стиля диско, вечная любовь к этому виду музыки. И никакие альбомы Металлики или Нирваны этого не заменят. Для стиля диско в моей душе есть ниша с пожизненной пропиской. В 1982 году вышел альбом группы Санта Эсмеральда под названием Green Talisman – «Зеленый талисман». В моей коллекции этот альбом пока представлен советским выпуском, который выпускала фирма «Мелодия». Я надеюсь, что в обозримом будущем у меня будет возможность купить этот альбом в хорошем состоянии в виде европейского выпуска. В 1982 году Санта Эсмеральда заключила контракт со звукозаписывающей компанией Polydor. На этом лейбле группа и выпустила альбом Green Talisman. Продюсером этого альбома, как и предыдущего, был Николас Скорский. Заглавная песня The Green Talisman, но это прямо эхо знаменитых хитов Санта Эсмеральды из первых их двух альбомов. Sweet Fusion – это приятная поп-баллада, записана на хорошем уровне. Третий трек Children of Sanchez – «Дети Санчеса» – это весьма известная и популярная песня американского музыканта и композитора Чака Манджони, которая, кстати, есть у меня в коллекции на его альбоме с таким же названием. Это 16-й альбом джазового исполнителя Чака Манджони. Эта песня была саундтреком к фильму 1978 года «Дети Санчеса». Чак Манджони получил премию Грэмми за эту песню, как за лучшее инструментальное поп-исполнение. Отличная следующая песня «Сибаней», написанная кубинским композитором и пианистом Эрнесто Ликуона. Хороший образец латиноамериканской песни в достойном вокальном и оркестровом исполнении. Необычный, как по стилю для Санта Эсмеральды, трек Fortune Teller – «Гадалка». Здесь уже присутствует и восточный мотив, и элементы рока. Далее следует трек Eye of the Cat. Это уже роковый трек в стиле рока начала 80-х. Неплохая песня в хорошем исполнении. Заканчивается альбом приятной балладой Eternal Light. Хотя на этом альбоме нет шедевров, для меня это очень хороший альбом. Здесь есть и диско, и поп, и рок-музыка. В 1983 году группа Санта Эсмеральда официально распалась. Гоингс отложил гастроли в 1983 году, чтобы вырастить дочь Женевьеву, а позже и сына Джесси. Но он продолжал работать в качестве музыкального продюсера и координатора мероприятий своей развлекательной компании GFI Entertainment, расположенной в районе залива Сан-Франциско. Кроме рассмотренных нами альбомов, группа выпускала в разные годы разные сборники со своими хитами. Я их не покупал. Николас Скорский и Лерой Гомес записали новые версии основных песен группы. Лерой Гомес также принял участие в конкурсе Сан-Ремо, выпустил пару альбомов Lay Down My Love – «Положи мою любовь», а в 2004 году Санта Эсмеральда The Greatest Hits, в которой вошли недавно записанные версии хитов диско-эпохи группы в более синтезированном звучании, в том числе и те, которые были спеты Джимми Гоингсом. Гомес также играл на альбомах Хосе Мануэля и Хосе Фельсиана. Он был первым музыкальным артистом, которому была вручена «Золотая гондола» Венецианского музыкального фестиваля.
Лерой Гомес вел довольно активную концертную деятельность, вначале под лейблом Santa Esmeralda, а начиная с 2022 года под названием The New Santa Esmeralda. Лерой часто принимал участие вместе с другими диско-звездами прошлых лет в различных концертных проектах, например, в таких как дискотека 70-х и 80-х годов, а также Disco Collection Tour. Песни, написанные Гомесом, неоднократно использовали в своей работе многие известные исполнители, среди них и Мадонна, и Джанет Джексон, и другие. Джимми Гоингс, в свою очередь, также решил не отставать от Лерой Гомеса и, пользуясь славой Санта Эсмеральда, занялся концертной деятельностью в проекте под названием Generation Esmeralda – поколение Эсмеральда. Проект Generation Esmeralda объединил 5 музыкантов дискогруппы Санта Эсмеральда. В состав коллектива вошли Тони Бейкер, Мик Валентино, Эдди Харрис, Роджер Смит и Джерри Гудман. Звучание Generation Esmeralda представляет собой изящную смесь энергичных танцевальных ритмов латиноамериканского рока, пропитанного цыганским стилем фламенко и впечатляющими гитарными партиями, и акцентированной драйвовой секцией духовых инструментов. 23 сентября 2012 года барабанщик группы Generation Esmeralda Брэдфорд Ли Паркер, тогда ему было 59 лет, скончался прямо во время выступления на фестивале Festa das Nações, фестиваль наций, в городе Уэба, Бразилия. У Ли Паркера случился обширный сердечный приступ. После этого концерт отменили, а к этому моменту группа успела отыграть только 5 песен. Интерес к творчеству группы Санта Эсмеральда возрос снова в 2003 году, в связи с тем, что в знаменитом фильме Квентина Тарантино «Убить Билла» прозвучали инструментальные части трека «Don't Let Me Be Misunderstood». Мы их слышим во время финальной битвы между героиней Умы Турман и Орен Исии. Ну а на этом на сегодня все. Мы с вами вспомнили творчество одного из известнейших исполнителей стиля диско группы Санта Эсмеральда. Надеюсь, это были для вас приятные воспоминания. А для тех, кто, возможно, вообще не знаком с деятельностью этой группы, будет интересно познакомиться с ее альбомами, и, возможно, они вам понравятся. Приятного вам прослушивания музыки. И мира нам всем. До свидания.